Разочарование. Вот, пожалуй, то самое слово, которым можно охарактеризовать отношение к Европейскому Союзу и западным институтам, которые мы в последнее время видим во все более большом количестве регионов мира. Это Алексей Наумов, шоу «Разбор». Разговоры о, так сказать, недовольстве Европейским Союзом активизировались после президентских выборов в Молдавии или Молдове, как вам больше нравится, и после проведения референдума о включении положения о следовании в ЕС в Конституцию этой республики. Собственно, потом мы видели события в Грузии и выборы, да, которые во многом были определены, которые во многом были построены вокруг идеи разговора о европейском будущем, о Европейском Союзе, о внешнеполитическом курсе и о том, насколько идея пути в ЕС сегодня кого-то еще привлекает. Собственно, Европейский Союз всегда был такой красивой картинкой, что вот в Европейском Союзе ровные дороги, высокие зарплаты, достойная пенсия, справедливая судебная система. Мы помним, как под лозунгом евроинтеграции и вообще под лозунгом европейского пути в начале 2000-х и Грузия, и Украина решительно, казалось бы, сделали свой внешнеполитический выбор. Мы помним, правда, к чему потом этот выбор привел. И об этом нельзя не говорить. Дело в том, что Европейский Союз многим казался буквально вот образцом для будущего. Что если ты входишь в Европейский Союз, ты входишь в так называемый золотой миллиард, у тебя много денег, у тебя все хорошо, и все работает. Но проблема не только в том, что Грузия прошла через войну 2008 года, проблема не только в том, что трагические события сегодня происходят на территории Украины. Проблема в том, что сам Европейский Союз несколько померк, и, что называется, картинка стала более блеклой. Так в чем же дело? Наверное, первый такой тревожный звоночек в отношении Европейского Союза прозвенел в 2008 году. Помните, когда был мировой финансовый кризис? И жесточайшие меры, которые предприняли евробюрократы в отношении, например, Греции и Португалии, вызвали массовые протесты населения. Стало понятно, что если у вас слабая экономика, в ЕС вас, скорее всего, будут дальше эксплуатировать. Это буквально, чтобы корова давала больше молока, ее нужно больше доить, а не то, чтобы вот вы такая слабая, не очень пока развитая страна вошли в ЕС, и вас сразу всем накачали, денег дали, обогрели и к груди прижали. Нет, как бы люди в Европейском Союзе умеют считать свои собственные деньги. Миграционный кризис, наш дорогой любимый, уже многократно проговорен. Да, в 2015 году, когда в Европейский Союз хлынули миллионы буквально беженцев, которые не хотели никуда интегрироваться, а хотели жить на пособие, не работать и, что называется, нагружать социальную систему стран-участниц, тут стало понятно, что что-то в проекте вот этого золотого миллиарда идет не так. Мы помним, что Венгрия и Польша отказались принимать беженцев, Германия под лозунгом «мы сдюжим» буквально, да, «wir schaffen das», приняла тоже какое-то умопомрачительное количество мигрантов. Мы видели рост преступности в связи с этим, распространение всяких деструктивных идеологий. И, в общем-то, буквально улицы государств Европейского Союза, улицы городов, эти государства стали менее безопасными, потому что туда приехали люди, которые, опять же, не хотели ничего хорошего для этих обществ делать. Кроме того, со временем мы увидели, что вот эта самая евробюрократия, да, вот эта власти Европейского Союза, которые создавались, казалось бы, для координации, для каких-то выработки совместных решений, стали буквально узурпировать власть. То есть лидеры государств Европейского Союза, жители этих стран имеют прямо ограниченное влияние. Мы все вот там слышим Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен, да, то есть это буквально люди, которых во многом никто не выбирал, да, как вот можно всерьез, да, говорить про, например, Урсулу фон дер Ляйен, которая принимает важнейшие решения. Эти комиссары по военным вопросам, комиссары по внешней политике, все эти кругом комиссары, бюрократы, и непонятно вообще, как от простого Жана из Парижа, да, вот доходит до Урсулы фон дер Ляйен. И людям это тоже не нравится. Система принятия решений довольно непрозрачная. Непонятно, кто за что несет ответственность, непонятно, как эти люди там вообще появились, и их решениям нужно следовать. И вот эта идея какого-то общего европейского дома также
стала из-за этого всего выглядеть не так привлекательно, как она выглядела ранее. Тут дальше можно вспомнить, что отсутствует какое-то единство по внешней политике. Одна страна делает другое, другая делает третье. Вспомнить Brexit, когда страна буквально сказала: хватит, нам нужен суверенитет, мы забираем себя из Европейского Союза. И к тому же, если мы говорим о какой-то внешнеполитической деятельности Европейского Союза, мы помним, что в итоге Европейский Союз дал Грузии. Да, он дал ей очень мало. Что сегодня Европейский Союз дает Армении, которая, казалось бы, сделала свой внешнеполитический выбор, разрывает все связи с Россией и уходит в светлое европейское будущее? Ничего, какие-то деньги, какие-то вооружения, небольшие, скромные, да, и какую-то красивую дипломатическую поддержку в высоких кабинетах. И все. А, грубо говоря, нужно-то гораздо больше. Турция мучается с этим Европейским Союзом, в предбаннике Европейского Союза уже сколько там десятков лет находится, и никакого прогресса поэтому пока нет. Молдавия тоже, да, многострадальная, тоже там то туда, то сюда, и непонятно вообще, ждет ее там кто-то или нет. И, в общем-то, ответ на самом деле, что никто и не ждет, потому что внутри Европейского Союза разброд и шатание. И мы видим, что люди начинают это замечать. Вот тот светлый образ, который был сформирован в 90-е годы, в 2000-е, вот этого буквально золотого успешного миллиарда, к которому достаточно просто прильнуть, чтобы, да, получить деньги, счастье и любовь и заботу, буквально эти надежды рассыпались. Страны понимают, что сегодня буквально в рамках этого нашего миропорядка нового важно, что у тебя есть у самого, какие у тебя друзья и партнеры, на кого ты можешь рассчитывать. Не на Урсулу фон дер Ляйен, которая где-то далеко в Брюсселе там сидит, да, и не будет учитывать твои национальные интересы, а буквально на своих национальных политиков, на каких-то партнеров, которые у тебя могут быть, и все. Поэтому, в общем-то, идея этой еврофиксации уходит в прошлое. И, конечно, на этом плане особенно забавно наблюдать, как Армения прыгает не в уходящий поезд, а в давно ушедший поезд. Она его догоняет, открывает, значит, туда дверь и вламывается туда. И я пришел. Привет, Европейский Союз. И Европейский Союз вообще не очень понимает, куда он едет, что это за поезд, для чего он нужен, там свои кризисы, свои проблемы. А сейчас они уже, наверное, видели эту информацию, хотят вводить проверки на границах. Да, Шенгенское соглашение считалось величайшим достижением ЕС, что можно теперь спокойно на машине проехать во всей Европе. Сейчас уже из-за беженцев они вводят эти пограничные проверки. Буквально, да, все потихонечку трещит по швам. Не разваливается, никуда не уйдет пока Европейский Союз, но тренд, что называется, налицо. И люди это видят, и люди это чувствуют. И они, выбирая политический курс собственной страны, не могут на это не ориентироваться. Так что такие дела. Евроскептицизм и недовольство этими европорядками растет. И, пожалуй, можно говорить о смерти этой самой европейской мечты. С вами был Алексей Наумов и шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, нажмите на лайк и подпишитесь на канал Вестник Кавказа. До встречи через неделю.